Супермаркеты, знаете? Короче, супермаркеты тема такая, что, я не очень люблю супермаркеты, потому что мне кажется, что они созданы не для людей вообще. Ни в плане работы, ни в плане посетителей, все не для людей. Я сейчас объясню почему. Я когда-то работал в маркете, мне не понравилось. Потому что, ты работаешь там не за деньги, а за то, чтобы быть частью большой развивающейся компании. Понимаете? Просто, вы обращали внимание, у них же там, вообще никогда не работают все кассы, ни в одном маркете. Никогда. Сука, такое ощущение складывается, что они боятся, что если у них будет работать все кассы, то линия сложится и исчезнет просто, понимаете? И все заработанные монетки сгорят. И им придется начинать все сначала, это уже новый уровень, покупатели двигаются быстрее, они не справятся. Охранников еще, вы видели их охранников? Они же все практически всегда максимальные дрыщи. На них еще курточка на несколько размеров больше одета. Знаете, складывается впечатление, как будто супермаркет мечтает себе вырастить настоящего охранника под эту курточку. Я на них смотрю, думаю, что ты, блядь, охраняешь? Мне кажется, он когда слышит, там, типа, охрану на 4-ю, я такой, сука, хоть бы не вор, а? Хоть бы, возврат, блядь. Аннуляция, слава богу. Я же не справлюсь, если что. Я там заходил в маркет, делал покупку, мне девушка на кассе говорит, 10 копеек буду должна. Я думаю, зачем эта информация? Кому-то возвращали? Мне ни разу. Вопрос, зачем тогда об этом говорить? Неужели есть какие-то точные покупатели, которым она говорит, 10 копеек буду должна, они такие, когда отдашь? Ты еще с прошлого раза должна. Пока тебе не отдашь, я по новой не займу. Но мне еще больше нравятся кассиры-мстители. Знаете, есть кассиры-мстители, у них проблема с интонацией. Ты покупаешь, делаешь покупку за наличку, если. Они просят у тебя мелочь там какую-то. Не знаю, сумма как 86,70. Есть 6,7. Такой нету, и она такая, тогда я вам сдачу мелочью дам. Как будто это, ебать, угроза просто. Как будто в боевиках, не так должно было быть. Знаете, в боевиках там, да, должны быть другие диалоги, типа, алло? Мы украли вашу дочь, и либо вам даете $1 миллион, либо мы будем твою дочь по частям высылать. И он такой, нет, у меня встречное предложение. Либо вы возвращаете мне мою дочь, либо я вам $1 миллион мелочью дам. И такие, окей, все. Просто вот эти вот все, которые с мелочью, они еще говорят это таким, иногда у них нету, они еще с таким видом, типа, знаете, вот эти 86,70, такой, типа, нет мелочи, она такая, как будто, знаете, с видом, типа, ебать, это считать, сука. Это же вообще не моя тема. Я кассир здесь, в супермаркете, я не умею. Я просто, когда устраивалась на работу, просто прочитала хорошая зарплата, все, я сумму не видела, я не в курсе, блин. Просто работаю. Понимаете? Просто с таким видом. Такое ощущение, что как будто бы им не нужны покупатели, которые делают мелкие покупки. То есть они их не уважают. Скоро дойдет тоже кассир будет на кассе, сидит и говорит, сука, ты опять просто за хлебом пришел. Пошел нахрен отсюда. У нас здесь нет мелких денег. И не надо нам их сюда носить, понял? Давай. Но охранники, это моя любимая тема там. Вы замечали, что у них до хренища власти в маркетах? Вся власть у охранников. Они указывают кассирам, когда на перекур, когда на перерыв, когда им выйти, когда прийти. Нигде такого нет у охранников. Нигде. Нету такого, что где-нибудь на концерте, не знаю, Монатика, он вышел на перекур, а охранник говорит, куда? Подожди, там люди собрались, иди пой давай. Пока все разойдутся, пой, потом попоешь. Или президент, не знаю, ему приносят закон на подпись. Он ему не нравится, он такой, аннуляция, охрану ко мне, пожалуйста. Я без них не решу. Нигде. Только в супермаркетах. Я думаю, если у них спросить об этом, они скажут, да, конечно. В охране у Ахметова платят больше. Но в АТБ я босс. Тут я решаю все. Короче, я читал когда-то отзывы про работу в АТБ. Там жесть. Там просто жесть. Там, чтобы вам было понятно, я на каком-то сайте обзовик, типа какой-то. Средняя оценка 2. 2 из 5. 2. Понимаете? Это с проплаченными отзывами. Типа, это моя работа мечты. Я всегда хотел туда устроиться. Слава богу, у меня получилось. Куча там, типа, блядь.
Лишают зарплаты, наебывают, еще что-то, не доплачивают, перерабатывают, да-да-да, вот это все. И вот эти вот, ну, средняя 2, то есть это вот иногда 5 и вот единицы, понимаете, средняя 2. Я думаю, там даже владелец ТБ такой, не, ну хуёвенький, конечно, тут я не знаю, если честно. Вот. И я после этого, когда прочитал, я начал по-другому относиться к их... видели, может, объявления там у них на кассах лежат, типа, требуется кассир 9 тысяч гривен, по-моему, ну, сейчас 10, не знаю. Сколько там, не знаю, 10, 15 уже? 15, требуется кассир 15 тысяч гривен. Я думаю, это опечатка. И вот там должно быть написано «Кассир», запятая, требуется 15 тысяч гривен. Что ты сидишь? Либо там другая тема. Просто в конце месяца выходит наше отдел или этого, блядь, всего магазина и говорит с конвертом: 15 тысяч гривен в месяц, как и обещал. Но победителю файт. Мой любимый маркет, это мой, если честно. Потому что у них, сука, что-то там содержащий продукт, это вообще моя любимая тема. Ну, шоколадосодержащий. Но меня вообще убил молокосодержащий когда-то. Это, блядь, что? То есть там не молоко. Я вообще думаю, у них скоро дойдет, просто целая линейка будет лежать, знаете. Ну, это же типа социальный магазин, понимаете? То есть получается, типа, ну, говно брать будешь, ну, дешево ж, окей. Вот. То есть будет стоять свежая, просто корова, блядь. Свежее молоко. Там пастеризованное молоко. Просто молоко, молокосодержащий продукт и белая жижа. Такой, берешь белую жижу, читаешь состав, написано что-то белое, братан. Может молоко, может грунтовка, как повезет. У них видели этот, картошка что-то, блядь, делает. Это же не картошка, сука. Это же чей-то огород просто. Ее же там добывать надо. Просто там земля, там хер, она сейчас цветит. Насчет я каждый раз, когда захожу, набираю, я думаю, дед сейчас выйдет с каких-то, блядь, треников сажу. Ты, сука, сажал ее вообще? Она только завязалась. Осенью будем копать. Смотрите, АТБ – это единственный маркет, где я видел во время дождя в одном из маркетов, где с потолка капает. И по залу ведра расставлены. Ну, воду собирать. Я не злюсь, если они эту воду потом под маркой «Разумный фигур» продают, понимаете? Просто меня бесит, туда приходишь, кассира нет, блядь, он где-то ходит, пол моет, там что-то, какая-то лестница, хер проберешься, стенды стоят. Такое ощущение, что меня тут вообще не ждут, знаете? Ощущение, что нахуй ты пришел сюда, люди работают. Не мешай им, братан. Иди в другой маркет. Пусть занимаются, что ты тут с мелочью своих ребят. А ты есть тут работники этого, нет? А вы уже и не признаетесь, да? Если что, мы из класса. Рост хороший маркет, если что. Кстати, здорово в зале в классе тоже бывали, да. Ну хорошо. Класс тоже хуйня.